Здравствуйте, друзья! Что будет, если Россию отключат от SWIFT? Угроза отключения от SWIFT впервые прозвучала еще в 2014 году на волне крымских событий. Это одна из самых жестких санкционных мер, к которой призывают главы европейских стран. Что такое SWIFT? SWIFT – это международная организация, которая контролирует одноименную межбанковскую систему совершения платежей и обмена информацией. Среди международных банковских систем она является самой массовой. SWIFT позволяет организациям из разных уголков планеты быстро и безопасно обмениваться друг с другом платежами. Головной офис платежной системы находится в городе Ла-Юэльп, близ Брюсселя. Россия на сегодняшний день входит в топ-5 крупнейших пользователей. Какие последствия нас ждут, если Россию все-таки отключат от SWIFT? В теории отключение от SWIFT довольно серьезно изолирует отечественную банковскую систему. Это не первый раз, когда России грозили подобными санкциями. Взять 2017 год. Тогда глава Сбера Герман Греф даже говорил о том, что если нас отключат от платежной системы, холодная война покажется детской забавой. На самом деле последствия не из приятных. Переводить средства на зарубежные счета станет в разы сложнее и, главное, дороже. Системы Visa и MasterCard при этом начнут показывать сбои, как при зарубежных переводах, так и при внутренних. Отечественные инвесторы при отключении от SWIFT могут поторопиться с распродажей российских бумаг. Это ударит и по банкам, и по частным инвесторам, и по всему фондовому рынку. Торможение международных транзакций скажется почти на всех сферах экономики. Цепочки поставок товаров нарушатся, что приведет к дефициту импорта и, как следствие, росту цен. А рост цен – это падение рейтинга власти и опустошение наших с вами кошельков. Как всегда, страдать будет простой народ. Естественно, все эти последствия скажутся на национальной валюте. Доллар и евро поползут вверх, но это будет на руку нашим чиновникам, ведь, по слухам, кошельки у них набиты долларами. Как отключение SWIFT отразится на простых людях? Отключение действительно может сказаться на каждом. Простой гражданин столкнется с проблемами перевода денег за границу, а малый бизнес не сможет расплачиваться с зарубежными поставщиками. Ну и к тому же все цены в стране резко взлетят вверх. Однако последствия все-таки не катастрофичны. Во время Крымской весны угроза отключения от SWIFT уже была, поэтому российский ЦБ создал аналог системы СПФС. Она не столь популярна, но в критической ситуации можно перейти на нее. На внутренние платежи отключение от SWIFT и вовсе никак не повлияет. Какова вероятность того, что это произойдет? России уже не раз предлагали отключить от SWIFT. Последний раз предложение озвучили американские власти в конце 2021 года. Однако и американский, и европейский истеблишмент пока что отказался от этой идеи. Немецкое издание Handelsblatt писало, что руководство стран ссылалось на то, что подобный шаг может привести к дестабилизации финансовых рынков в краткосрочной перспективе и способствовать созданию альтернативной платежной инфраструктуры, в которой больше не будут доминировать страны Запада. От идеи изолировать Россию от крупнейшей международной системы вероятнее всего откажется и сам SWIFT. Это частный кооператив со штаб-квартирой в Бельгии. Он контролируется сразу 10 центробанками развитых стран. И руководство SWIFT попросту не хочет получить репутацию компании, которая зависима от политики. В 2014 году платежная система отказалась предпринимать какие-либо действия против России. Напомним, что несколько раз надавить на SWIFT уже удавалось, когда США лоббировали санкции против Ирана и Северной Кореи. Но тогда за полную блокировку выступило и большинство стран ЕС. Кроме того, Россия входит в топ главных клиентов SWIFT. За каждую транзакцию система взимает, как правило, комиссию 1–2%. Отключить одного из самых крупных пользователей значит потерять доход. Автор статьи Анна Серпер. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.